Файтинги хороши благодаря своей глубине и эффекту вовлеченности. Но вылупаться перед экраном телевизора не всегда получается. Вот вступают портативки. Порубиться на перерыве в драчке – святое дело. Сегодня мы посмотрим на игры из серии Железного Кулака, которые выходили на портативных системах. Погнали! Жанр файтинга всегда имел свою нишу в сфере портативок. Просто, быстро и доступно, а большего и не нужно. Вернемся в начало этого века и посетим страну восходящего солнца. Namco решает выпустить две игры на портативных системах. Одной из них стала Tekken Advance, додумывая из названия как раз для Game Boy Advance. Несмотря на то, что игра является портом третьей части, спрайты персонажей были взяты из первого тага. Сюжета здесь нет, всего 9 персонажей, у каждого по одному костюму с 3 расцветками. На удивление, геймплей практически полностью копирует свою консольную версию. Даже сайдстепы работают в этом псевдо 3D. На Game Boy Advance у нас всего 2 рабочих кнопки и 2 шифта. Соответственно, одна для руки, другая для ноги. Прям как на Денди. Шифты отвечают за захваты и переключения в таги. У каждого персонажа по одному захвату, и они больше похожи на небольшие джаглы, нежели какие-либо приемы, за редким исключением. Также в игре появились различные виды станов, которые были таким нововведением на момент выхода данной игры. При всей простоте, а Move-List тут продуман чертовски хорошо, Tekken для геймбоя может даже больше. Помимо стандартных режимов есть возможность поиграть в таги. Не за двоих, а аж за 3 персонажей. Меняемся мы как раз на левый shift. Геймбой был самой подходящей площадкой для подобного типа фокусов. Также можно рубануть по локальному онлайну, если у вас на пару есть 2 геймбоя и 2 картриджа с игрой. Из секретов и фишечек у нас здесь только один хач, который при первом запуске недоступен. Финальных роликов, конечно же, нет. В остальном картинка и музыка делает свое дело. Честно признаться, я не сильно знаком с файтингами на адвансе, кроме Текена, но для портатива начала нулевых сделано добротно. Несмотря на все договоренности Namco с санями, выпускать игры на платформе врага было преступлением. Но время шло, и гнев сошел на милость. Так появилась на свет очередная игра по мотивам Железного Кулака. В этот раз на Nintendo 3DS. Забавно, ведь на обычной DS Текенов не было. Итак, Tekken 3D Prime Edition. Интересно, идет ли Прима в комплекте? Из названия непонятно, но ко всему общему удивлению это порт 6-го Текена, разбор которого ожидайте в будущем. Сюжета, как водится, нет, зато есть 41 играбельный персонаж и по паре костюмов у каждого. Геймплей тот же, что и всегда, бей, пинай, прыгай, приседай. Евгев. Проблемы могут быть с управлением, а конкретно с размером кнопок. Как мы знаем, 3DS известна в первую очередь благодаря наличию очевидного 3D и тачскрину, который перекочевал с обычной DS. С первым все понятно, но что насчет второго? Как это в файтингах применяется? Nintendo のやつをタッチスクリーンのサポートが欲していた。タッチスクリーン？そうです。タッチスクリーンだと、これは踊りじゃなくて戦いだ。とにかく何か思いつかなきゃいけない。マクロを出そう。マクロさんにもなの？バカ野郎! На нижнем экране во время игры будет 4 красных кнопки. Это оно самое. На них можно навешивать различные приемы, но только те, которые есть в Move-List, да и то не все. Бахнуть мега-комбо на одну кнопку не дадут, придется играть в ритм игру.
Будучи портативной версией, в 3D Tekken всего 3 игровых режима: быстрая битва, она же аркада, особое выживание и версус матчи. С первым все понятно: 10 боев, набиваем ранги. Survival является единственным режимом, в котором есть смысл тратить время, помимо тренинга, конечно. В 3D Tekken есть так называемые карточки. Это картинки, рисунки и концепты по вселенной кулака. Карточки мы собираем во время боя, а именно в сурвайвале и при игре в онлайне. Они котируются по редкости, будь то бронзовые, серебряные или золотые. Еще их можно покупать и менять через функцию Street Pass на 3DS. Всего в игре 756 карточек. Почему именно 756? Это у Намко такой прикол. И как уже следует из вышесказанного, это единственное, чем мы будем заниматься в игре, окромя заруб в онлайне. В том же сурвайвале можно выбрать, сколько противников ты будешь сбивать: 5, 10, 20, 40 или сотку. Вдобавок ко всему, здесь еще есть особые условия, при которых противник получает урон только во время джагла или во время паниша. Каждый 10-й бой будет работать по таким правилам, а при победе нам дадут одну карточку. После завершения любой лестницы их также выдают на руки, если оно тебе нужно, конечно. На этом поколении портативов видно, что технологии уже подбираются к их консольным собратьям, однако пока что все еще не дотягивают. Это отражается в первую очередь на технической составляющей игры. В угоду стабильности графика урезана, пускай не сильно, но модельки персонажей немного изнахрачены. Локации пустуют из-за мелкого числа деталей, к примеру, попинать овец или свиней нам совсем не дадут, как это было в 6-й части. Здесь овцы просто стоят на фоне, как фотообои. Однако скорость игры возросла по сравнению с 6-й. Музыка повторяет саундтрек из Текена номер 6, но умудряется иметь в наличии свои собственные треки к новым локациям и их различным вариациям. И ты не поверишь, но здесь больше интересных вещей, чем во всем мосте к последнему нормальному Текену. Да-да, второй этаж, я на тебя смотрю. А в главном меню так и вообще можно свой ритмак создавать. За достижение новых рангов каждому конкретному персонажу будут выдавать новые расцветки костюмов. Еще в комплекте к нашей Prima Edition идет CGI мультфильм по Текену, разбор которого следует ожидать в цикле передач Tekken Time. В итоге у нас очередная необязательная игра в серии. Есть, да и ладно. И на этой ноте все же стоит вернуться к пятому кулаку, а именно его обновленной версии. Появившись в аркадах, игра получила 3 новых персонажей, а также релиз для портативной PlayStation и 3-й Соньки. А тут начинается некоторая путаница. Название PSP-версии Tekken Dark Resurrection и цифры 5, как видно, в ней нет. Но в PS3 версии пятерка таки присутствует, я не знаю, чем они думали. Далее стоит отметить некоторые отличия между портами одной и той же игры. В портативной, ясное дело, была урезана графическая часть, в то время как на домашней все было аналогично аркадному. За исключением большинства игровых режимов, коих там нет. Позже на PlayStation 3 выйдет обновление Tekken 5 и Dark Resurrection. Это еще что? Оно позволит играть в Tekken через всемирную сеть. Вроде бы все, хотя нет, Джин Патч стал играбельным персонажем. О! Сюжетное и темнейшего воскрешения полностью повторяет 5-ю часть. Разница в том, что в игру были добавлены 3 новых персонажа, а именно эмо-нацист Сергей Драгунов, танцовщица Эмиля и Армор Кинг 2. Не густо, но тенденцию проследить можно. Как водится, бойцам добавили новых приемов, количество локаций увеличили, а картинку стали транслировать в широкоформате. Что произошло, так это то, что игру буквально раздули и накачали. Ко всему прочему, голос диктора поменяли. Не уверен почему, но при сравнении с обычным из 5-й части этот звучит смешно. You win. Get ready for the next battle. Ну и какой же Tekken без новых режимов? В этот раз у нас Tekken Dojo, Золотая лихорадка и
Tekken Bowling. Последний пришел к нам прямиком из первого так турнамента и не претендует на что-то большее, чем есть на деле. В игру зачем-то вернули этот режим из 4-й части под названием Command Attack. Видимо, кому-то он был нужен. Tekken Dojo, выбери свой путь и приди к победе. Это режим с призраками, который впоследствии так и будет называться. Повышаем уровень, встречаем новых бойцов, зарабатываем деньги. Кстати говоря, режим Golden Rush, который мы собственно и зарабатываем на наши тряпки, напоминает MOM из Guilty Gear. Увы, но никаких старых текенов здесь нет, ровно как и неуклюжих приключений из-за Джина. Из нововведений больше радует другое, а именно наличие кучи интересных локаций, как обновленных новых, так и приветов из прошлого. Все как всегда, японцы делают новое, не забывая про старое. Как можно было ожидать, музыкальное сопровождение на высоте. К без того бодрому саундтреку 5-й части были добавлены несколько треков. Конечно, не все они ахти какие, но некоторые выделить можно. Как, например, тема из леса с волками. Или той розовой локации. Нет, я серьезно, она действительно бодрая. Dark Resurrection получилась массивной игрой. Намка уже просто не знала, куда себя деть. На прилавках лежала 3-я Сонька, а полноценного железного кулака все еще не было. Если бы они знали, что случится потом. Это была передача Tekken Time, цель которой стоит развить и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Текена. В следующий раз новый кулак на новой Соньке. Будет много всего интересного. Типичный диалог японских